Здравствуйте, друзья! Вы на канале Mindful Fitness. И с вами фитнес-тренер Елена Смелянская. И сегодня у нас тренировка на все тело, составленная из лучших и моих любимых упражнений, которые я включала в комплексы, а также серию коротких видео-шортс на нашем канале в ушедшем 2021 году. Я постараюсь уложиться минут в 30, хотя я все равно не покажу все мои самые любимые упражнения, которые я показывала в течение целого года. Но вы всегда можете зайти на наш канал, посмотреть разнообразные комплексы, серию шортс и увидеть эти упражнения более подробно. Тренировка будет построена таким образом, чтобы мы постепенно, входя в тренировку, разогреваясь, разминаясь, проходили сверху от плечевого пояса, рук, через корпус, через таз до ног. И в конце дошли до нужной кондиции. В конце будут упражнения и на пресс, и все самые интересные упражнения серии шортс. Так что досмотрите до конца. Итак, начинаем. Итак, наше первое упражнение будет оживлять наш плечевой пояс и позвоночник. Мы скругляемся на выдохе, плечи уводя вперед, а на вдохе прогибаемся, стараемся лопатки сзади соединить. Делаем 8 раз. Выдох, вдох, выдох, вдох. И руки поворачиваем тыльными сторонами кистей к себе. Дальше раскрываем. Еще. Выдох, вдох. Нам осталось еще 3 раза. 2. И последний. Теперь мы немножко руками поработаем. Тоже движение, но только руки делают немножко более амплитудные махи. Делаем все по 8 раз. Мы сейчас оживляем наш позвоночник. Работают уже плечи и руки. Осталось 3, 2, 1. Теперь начинаем делать волну. Больше работаем позвоночником и стараемся волнообразно двигаться. Тоже все по 8. Осталось 4, 3, 2, 1. Теперь волна становится глубже. Падаем свободно вниз. Встали. На прогибе вниз. Спина согнута. Встали еще. Вниз. Встали. Хорошо. Еще 4. Раз. Руки свободны. 2. Почувствуйте, как ваш позвоночник оживает. 3. И 4. И теперь на прогибе поднесли раскрытые ладошки к подмышкам. На выдохе опять скругляемся, руки с согнутыми пальцами уходят вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Не забывайте работать спиной. Выдох, вдох. Нам осталось еще 2. 1. И еще 1. Вытянулись, скруглились. Теперь начинаем двигать руками вперед и назад, опуская их вниз, спина согнута. И теперь поднимая их вверх. Вытянулись, опять пошли вниз. И опять поднимаем их вверх. И, наконец, потянулись. Голова смотрит в противоположную сторону. На другую сторону. Колено сгибается. Еще. Выдох, вдох, выдох. Тянемся очень сильно, стараясь растянуть весь бок. Вы узнаете эти упражнения, каждое из этих упражнений есть в каком-то нашем комплексе. И ссылочки на эти комплексы будут появляться вверху экрана. Еще. Раз. 2. 3. 4. Взяли одной рукой другую. Пошли. Раз. Вытянули руки из плеч. Тогда у вас получится лучше натянуть боковую линию. Еще. 2, 3, 4. Теперь оставили руки напротив ушей. Таз неподвижен, и мы делаем маленькие круги верхней частью корпуса. 4 в одну сторону и 4 в другую. 2, 3, 4. Теперь только тазом. Тазом вместе с руками. Верхняя часть корпуса стоит на месте. 4 в другую сторону.
3, 4. Теперь мы натянутые руки опускаем так немножко в сторону вперед. Нога согнута, растягиваем бок. Выдох, вдох. Выдох. Хорошо, потянулись. Выдох, вдох. Еще. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Еще 2 раза. В одну сторону и в другую. И, наконец, круги с натяжкой делаем. Руки должны быть прямые. Ноги поочередно сгибаем. По 4 раза. И 4 в эту сторону. И меняем сторону. 1, 2. Руки должны быть прямые и вытянутые с плеч. 3. И 4 раз. Очень хорошо. Теперь раскрываем руки в стороны. Вдох. Прогиб. Дальше натянули руки, кисти под 90 градусов. Выдох. Вдох. Выдох. Так делаем 8 раз. И 5. Колени подсогнуты. 6. 7. Вытягивайте руки, руки прямые. 8. И руки уходят перед собой. Центры ладони смотрят вперед, пальчики согнуты. Поворот. Дальше первой на выдохе возвращается голова и таз. За ним руки, голова и таз. И делаем это движение. Не забывайте, очень важно, первой возвращается голова. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь мы пошли на те же повороты, только рука раскрывается ладонью вверх, немножко назад и вверх, для того, чтобы у вас растянулась вся область под мышкой, бицепс и грудные мышцы. Еще. 1, 2, 3, 4. Продолжаем повороты. Руки на уровне плеч. Ладони опущены вниз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь руки к себе. Делаем более частые повороты, ноги подсогнуты. И попробуйте маршировать ногами одновременно с поворотом. Если не получается, ноги стоят на месте. 1, 2, 3, 4. Выбрасываем руки вперед. Как в боксе. Поворот остается. А теперь в подбородок. Воображаемому партнеру, не партнеру, врагу. 3, 2, 1. Плечи. 1, 2, 3, 4. Видите, я переступаю с ноги на ногу. Можно стоять на месте, если это сложно. Теперь круги назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И начинаем прямые руки подбрасывать. Причем начинается этот бросок от стоп. Видите, я немножко коленями пружиню и как будто бы себя подбрасываю вверх. В другую сторону, вниз. Еще 8. Хорошо. И плечи вперед. То есть мы в обратном порядке делаем это движение. Хорошо. И теперь вперед, назад. Еще 4. 1, 2, 3, 4. Спереди как будто бы растягиваем 2 веревки назад. Пытаюсь соединить лопатки. Теперь как будто бы снизу локти уходят назад и вверх. Отлично. И руки остались на уровне плеч. Заворачиваем кисти. Кисти вверх, а плечи уходят вниз. Развернулись. У нас это упражнение тоже часто есть в разных комплексах. Оно очень полезно. Представьте себе, что у вас вот здесь точечка, которую вы должны сначала опустить вниз,
а потом поднять в небо. Еще. А теперь по очереди. Раз. И колено я сгибаю. 2. Плечо немного больше уходит вниз. 3. 4. 5. 6. Пальцы все время как будто бы держат что-то, вот как стаканчик какой-то. И по последнему разу. Хорошо. Руки остались в стороны. Одну руку к другой. Теперь как будто бы натягиваем воображаемую тетиву лука. И вернулись. На вдохе натянули тетиву лука. Раскрылись. Натянулись. Раскрылись. Здесь весь акцент на лопатки. Когда локоть уходит назад, мы стараемся соединить сзади лопатки. Это упражнение у нас тоже есть в нашей серии Shorts. И еще. Хорошо. И теперь обе руки вперед. Делаем тоже похожее упражнение, только вот из этой позиции. Натянули тетиву, вернулись. Натянули, вернулись. Не забывайте работать лопатками. Упражнение одно из лучших для того, чтобы вернуть подвижность к грудному отделу позвоночника и лопаткам. И еще по 2. И последний. Все, наверное, у вас руки уже устали. И теперь мы сделаем хватательные движения руками, поднимая их вверх. И точно так же опускаем. И еще по одному подъему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вниз. Тоже 8. Хорошо. Теперь разминаем локтевые суставы. В сторону. Еще. А теперь выбрасываем такие, как тряпочки, свободные кисти от груди вперед. Еще. Теперь начинаем выбрасывать их сверху вниз и снизу вверх. А теперь через стороны вверх и через стороны вниз. Очень хорошо. Немножко встряхните руки, наверняка они у вас уже немного устали. Теперь мы ладони опускаем вниз. Делаем такой, как полукруг. Пошли. Вдох, прогнулись. Локти соединяем вниз и пытаемся достать локтями живот. Это выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы еще делаем 2 раза. Спина. Спина у нас просто оживляется. И последний раз. Видоизменяем это упражнение. Мы вот отводим локти, как будто бы немножко назад, и пытаемся их соединить. Лопатки при этом соединяются. И дальше точно так же локти вместе к животу. Соединили лопатки, развели. Соединили, развели. Еще. Здесь наверняка у вас уже мышцы между лопатками чуть-чуть устали. Но мы работаем. Еще. Еще 2. И последний. Есть. Встряхнулись. Немножко отдохнули. И теперь мы начинаем вот такие вот движения. Выбрасываем руки в стороны, а потом схлопываем их сзади у нас на спине. Так, как будто вы себя обнимаете. Еще. Обратите внимание на ноги. Ноги все время делают толчок. Я как будто бы себя подбрасываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь делаем нашу знаменитую волну. Руки взмывают вверх, вниз. Вверх, вниз. Руки свободны. Спина работает, толчок от земли. Еще. 4, 3, 2, 1. Есть. Очень хорошо.
Теперь займемся наклонами. Ноги чуть-чуть пошире. Итак, раз, два. Стараемся вытянуть весь бок верхний. 3, 4, 5, 6. Ноги стоят прямые, таким треугольником устойчивым. Еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Очень хорошо. Теперь мы начинаем тазом вращать. Раз. До тазобедренных мы тоже дойдем. 2, 3, 4. В другую сторону, но это еще не все. Раз, 2, 3, 4. Теперь правая нога уходит вперед. Те же самые вращения. Раз, 2. Вы почувствуете, насколько по-другому работает вот вся область таза. И в другую сторону тоже 4. Поменяли ногу, левая нога пошла вперед. Раз, 2. Колени подсогнуты. 4 и в другую сторону. 2, 3, 4. Теперь займемся ногами. Пошли по 4 с каждой ноги. И раз, 2. Просто носочком касаемся пола. 3, 4. Теперь нога к ноге и корпусом поворачиваемся. Локтем себе помогаем. По 4 с каждой стороны. Поднимаем колено вверх. Раз, 2. Колено встречается с локтем. 3, 4. Теперь колени точно вперед. Стараемся бедром коснуться груди. 4. Разворачиваем бедро в сторону, стараемся поднять его максимально высоко, корпус смотрит вперед. 4. Прямая нога. Раз, 2, 3, 4. И замах. Раз. Смотрите, колени полусогнуты. Опять мы пружиним на коленях. И диагональные замахи. Касаемся пяточкой противоположной ягодицы. Работаем одной ногой. Касаемся пяткой внешней части бедра, потом противоположной ягодицы. 4. Другая нога. Очень хорошо разминает колени. Теперь мы делаем так называемый маятник коленями. Раз. Очень хорошее упражнение для разминки коленного сустава. Другая сторона. Раз. Надо удержать равновесие еще. Хорошо. Теперь поднимаемся на носочки. Раз. А потом перекатываемся на пяточки. 8 раз. Это уже 4, 5, 6, 7, 8. Стали на внутренние ребра стоп. На внешние. Внутренние. Внешние. Видите, мы спустились сверху практически вниз в наших упражнениях. Еще. Теперь мы остались на внутренних и немножко потоптались на них. Если у вас здесь есть много пространства, просто походите по комнате. То же самое на внешних. Колени при этом почти выпрямлены. Хорошо, разминаем пальчики стопы. Поставили стопу только на пальчики. Потом пальчики повернули в другую сторону. 3, 4, 8 раз. 5, 6, 7, 8. Другая стопа. Раз, 3, 4, 5, 6. Очень хорошо разминает все связки стопы. Теперь мы ногу, я боюсь, что я не помещусь в кадре, вытягиваем носочек от себя и на себя. Постарайтесь удерживать равновесие на одной ноге. Еще. Нам осталось 4. Хорошо, то же самое с другой ноги. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь дальше мы будем вращать стопу по кругу, но вот в таком положении. Пошли
стопа вращается в одну сторону по кругу, и вы почувствуете, насколько по-другому работают мышцы, особенно голени. В другую сторону. И то же самое на другую ногу. И никогда не пренебрегайте разминкой стоп. Это очень важно. Даже если у вас совсем мало времени, всегда оставляйте разминку стоп в ваших упражнениях. Хорошо, есть. И, наконец, мы плавно опустились до упражнений на ноги. Сейчас делаем маленькую такую вот связку на ноги. Поставили ноги примерно на 2 ширины плеч и начинаем сначала просто слегка сгибать колени. И сразу разворачиваем носки примерно под 45 градусов, чтобы колено в момент сгибания уходило по линии среднего пальца стопы. Это делается для травмы безопасности колен. И мы плавно сейчас перейдем к приседаниям казак. Но я сейчас покажу, как их можно делать, если у вас полная версия не получится. Итак, вот мы сгибаемся меньше 90 градусов, носок вверх. Вот этот вариант, он доступен практически всем. Вы поднимаете носок прямой ноги на себя и присаживаетесь меньше, чем на 90 градусов. Те, которые могут присесть, мы присаживаемся совсем низко. Раз, встали. И сейчас мы делаем 8 раз на каждую ногу. Это 3. У меня пяточки едут по коврику. И у меня дополнительная нагрузка. 4. 5. 6. 7. А те, кто не могут, так продолжают делать облегченный вариант. 8. Хорошо. Немножко отойду назад. Теперь делаем следующую комбинацию. Мы сели вниз, полностью на пол. Положили колено на пол. Прогнулись. Опять сели на пол и развернулись в выпад. И делаем эту комбинацию на одну сторону 4 раза. Всегда можно помочь себе рукой. Это 3-й раз. И 4-й раз. Есть. И мы остались в положении выпада. Теперь мы в положении выпада согнутую ногу будем перекатывать на внешнее ребро, максимально колено, стараясь подвинуть в сторону. 4 раза. 2, 3, 4. Причем, если вам тяжело так стоять, вы всегда можете колено опустить на пол. Теперь из этой позиции мы одноименной рукой, выпрямив ее, стараемся нажать на колено и еще больше постараться отодвинуть колено в сторону. Можно опуститься на колено, и мы стараемся растянуться. И теперь уходим в позицию, которая в йоге называется голубь. Мы ее называем между собой птица. Итак, мы сгибаем ту же ногу, что была у нас согнута, теперь кладем на пол. Но так, чтобы пяточка у вас ушла максимально в сторону, насколько возможно, была под пахом другой ноги, не под лобковой костью. И теперь, используя ваши руки как страховку, мы стараемся весом тела больше давить на бедро согнутой ноги. В идеале оно должно коснуться пола. Другая нога у нас выпрямлена и касается коленом и передней поверхностью бедра пола. В этой позиции немножко постоим, и дальше мы свободно ложимся. И стараемся растянуться. Теперь из этой позиции мы поднимаемся. И нога, которая была выпрямлена, у нас уходит в согнутое состояние.
И, наконец, у нас вот это вот сейчас получается как переход между одной и второй стороной, наша знаменитая поза русалки. И в ней мы с вами сделаем одно из упражнений, которое я показывала тоже в серии Shorts. Мы будем вставать на колени, поворачивать голени и опять садиться. 8 раз. 2, 3, 4, 5. У кого так не получается, вы просто поднимаетесь на колени. Это, по-моему, уже 6, 7 и 8. Теперь у нас остается другая нога согнутая. И мы повторяем ту же комбинацию с другой ноги. Если вы помните, мы начинали из позиции казак. Теперь мы должны сесть на пол, ногу положить на пол, прогнуться и с помощью рук повернуться в выпад. И делаем так 4 раза. Прогнулись, выпад. Это великолепная комбинация для увеличения мобильности суставов ног и вообще ног. В целом, гибкости увеличения. Я ее проделываю, наверное, каждое утро. В общем, я довольна результатом. И, не знаю, может быть, это 4-й, может, уже 5-й. И мы остаемся в итоге в выпаде. И теперь мы должны, не забывайте, вы всегда можете колено поставить на пол. Мы должны колено согнутой ноги отводить в сторону. 1, 2, 3, 4. Теперь кладем колено прямой ноги на пол, а прямой рукой опираемся как можно больше на колено согнутой ноги, пытаясь его отвести в сторону. И уходим в птицу, в голубя. Я еще, наверное, не упомянула, что косточки таза должны находиться на одной горизонтальной линии. Вас не должно перекашивать вот так вот на одну сторону. Если вы не можете, вот, не хватает растяжки, просто держитесь руками. И в этой позиции мы укладываемся на пол. Чувствуем растяжение по всей поверхности согнутой ноги. Особенно в области ягодицы и внешней части бедра. Поднимаемся. И опять наша поза русалки. И сейчас мы будем перекладывать колени из одной стороны в другую. Можно сначала держаться руками. И 1. Причем стопы у нас не сдвигаются с места, просто перекатываются с одного ребра на другое. 4. Если получается, делаем без рук. 5. 6. При этом всегда немножко уезжаешь вперед. 7. 8. Очень хорошо. И мы остались вот в каком-то положении. Например, я сейчас вот, когда у меня левая нога спереди. И дальше я другую ногу укладываю вперед. Так, чтобы она была почти прямая, так слегка согнутая. Пяточка касается пола спереди. И теперь я буду подниматься, как будто бы переползать вперед. 1. И колено ушло вперед. 2. 3. 4. 5. При этом очень хорошо растягивается внутренняя поверхность той ноги, на которой вы сидите фактически. Но вы сидите за пяткой на полу. 8. Есть. И теперь мы становимся вот в такую позицию. У нас колено и стопа находятся на одной линии. Теперь нога прямая. Мы укладываем руку на пол, потянулись. А теперь мы уходим в другую сторону, тоже потянулись. Наезжаем максимально на колено. Потянулись. Еще. И
еще. Еще сделаем 2. То есть периодически мы растягиваем то один бок, то другой. И ноги тоже. Есть. И то же самое мы теперь проделываем на другую ногу. Если вы помните, мы начинали вот из той позиции, когда одна нога у нас согнута, мы сидим на полу, пяточка перед пахом фактически, и другая нога такая слегка согнутая впереди, пяткой зацепилась за пол. Теперь мы как будто бы наезжаем вперед, как ниндзя. Вперед. Раз. Назад. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И 8. Очень хорошо. Теперь поставили ноги так, чтобы у нас стопа и колено были на одной горизонтальной линии. Наклоняемся вперед, в сторону. Вытянулись. Раз. Наехали на колено, в другую сторону вытянулись. 2. Еще. Раз. 2. Раз. 2. Очень приятно. Раз. 2. Еще 2 раза. И последний раз. Хорошо. Есть. Теперь мы сделаем одно из моих любимых упражнений, тоже на ноги. Для этого нужно сесть в глубокий присед. Те, кто не могут это сделать, ну попробуйте, потому что это реально очень крутое упражнение. Итак, мы сделаем эту комбинацию, которая была в одном из коротких видео shorts, которое называется «Сразу не сообразишь». Действительно сложно сразу сообразить. Итак, мы кладем одну ногу на пол. Перевалились, сели на пол. Выпрямили обе ноги. Другую ногу сгибаем. И, поворачиваясь, опять садимся в глубокий присед. Еще раз. Другая нога пошла вниз. Перевалились, сели ягодицы на пол. Выпрямили ноги. Другая нога согнута. И я помогаю себе немножко руками, и вы можете себе помогать руками. Сделаем так по 3 раза на каждую сторону. Итак, нога сгибается, сели, выпрямили ноги, согнули другую ногу, развернулись. Опять нога согнулась, выпрямили, другая нога согнулась, опять сели. Еще раз. Это очень классная комбинация. И люди, которые писали в комментариях про то, что это исключительно опасное упражнение для суставов, они правы только в том случае, если у вас действительно уже серьезная степень деформации суставов. Если же нет, и эти упражнения не вызывают сильную боль, не нужно бояться их делать. Наоборот, они помогут вашим суставам сохранять рабочее состояние. Ну, я надеюсь, что мы сделали по 4 раза, если нет, вы уже доделаете. Теперь мы будем делать комбинацию, которая уже вот почти на коврике. То есть это всякие планки, там, горки и так далее. И упражнения для рук тоже очень хорошее. У вас получается, чем дальше к концу тренировки, тем более полезное и эффективное упражнение. Итак, мы вытянулись вперед, и сейчас мы должны делать упражнение, которое называется «Кошка пролазит под забором». Итак, мы в прогибе уходим вперед, а на прямых руках возвращаемся назад. 4 раза. 2. 3. 4. Обратное движение. На прямых руках с согнутой спиной уходим вперед, с прогнутой спиной на согнутых руках уходим назад. 4 раза. Это упражнение считается очень хорошим для укрепление мышц спины. 4. И теперь мы объединяем тоже 4 раза, полную комбинацию. Это раз. Это 2.
3. И вы уже наверняка чувствуете, что у вас руки работают. И 4. Есть. Отлично. Цепляемся пальчиками за пол и встали в горочку. Теперь делаем волну. Согнутыми коленями. Волнообразно опускаемся и поднимаемся. Еще. Без волны тоже никуда. Ни в каком комплексе. Осталось 2 раза. Отлично. Теперь я показываю упражнение «Двигайся как ящерица», которое у нас было в шортс, только на одном месте. Итак, мы стали в положение планка. Выставили ногу. Раз. Сначала без руки. 2. Раз. 2. Еще сделаем по 2 раза без руки. Здесь главное поворачиваться корпусом. С рукой. Раз. 2. 3. 4. Не знаю лучшего упражнения. Можно только его утром делать, сползти с кровати и вот так же неспешно проползти на кухню за кофе. Еще 2. И последний. Есть. Сейчас делаем упражнение из того короткого шортса, одного из самых первых, который называется «Как убрать живот». Нужно встать в позу кошки на четвереньки, ноги расположить на подъемах, колени под тазобедренными суставами. Теперь колени отрываем от пола, поясница не прогнута вот таким вот образом, и не выгнута вверх, она в нейтральном положении. Мы приподнимаем колени от пола. И теперь мы тянем максимально подъемы вперед, а ладонями как будто бы тянемся к подъемам. При этом ничто никуда не движется. Но при этом очень сильное напряжение поперечной мышцы живота. Удерживаемся. Реально тяжело. Отдых. Итак, я рекомендовала делать там секунд по 7, 5-7 секунд напряжения, 3 секунды отдых. И давайте сделаем еще один подход. Вы можете сделать видео на паузу, сделать нужное количество подходов. Делаем еще раз. Поехали. Тянем подъемы вперед к ладоням, ладони назад к подъемам. Если вы не будете тянуть, эффекта упражнения не будет. Есть. И теперь плавно переходим на упражнение «Встань в букву М». Мое любимое реально. Итак, поднимаемся в букву М. Таз не касается пола. Пальцы обращены вперед к ногам. Теперь мы отрываем противоположную руку и ногу и удерживаемся. С учетом того, что мы уже сделали почти целую тренировку, это будет нагрузка очень даже серьезная. Вот у меня уже начинает подрагивать рука. На другую сторону. Опять же, если у вас не получается, вы всегда можете, хотя бы на секунду оторваться. На секунду у вас точно получится. Еще раз. А теперь смотрите, как можно сделать сложнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И до бесконечности. И другая пара. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. И так тоже можно делать несколько подходов. И сейчас мы ложимся на коврик. Ровненько. Руки за головой. Вытягиваемся так, чтобы ваши дельты коснулись мочек ушей. Дельты – это погончики на плечах. Носочки на себя, мышцами пресса, которые мы сейчас напрягаем, мы вжимаем поясницу в пол. И максимально вытягиваемся. Руки тянем от головы в одну сторону, а пяточками тянемся в другую сторону. Вжали поясницу в пол. И на очередном выдохе носки оттянули от себя. Расслабили мышцы пресса, дали пояснице немножко оторваться от пола. И чувствуем, как у нас тело сейчас растягивается по всей передней линии. Кстати, если вы хотите избавиться от обвисшего подбородка, ну это так, очень короткий лайфхак, вам нужно все время работать над вытяжением всей передней линии вашего корпуса. Итак, на выдохе мы опять носки на себя, поясница вжата в пол. Теперь ладошки складываем лодочкой, ладонь к ладони. Отрываем лопатки от пола, вытягиваемся ладошками вверх и держимся в этом положении. Теперь руки вперед, приподнимаемся чуть-чуть выше, поясница вжата в пол, носки на себя. Держимся. Лопатки вообще не касаются пола. Теперь очень плавно. Ноги не должны отрываться от пола. Поднимаемся и немножко в прогибе в пояснице встаем. И также плавно, колесом, буквой «С», скручиваясь, укладываемся на пол. Сделаем так еще 2 раза. Руки идут вперед. Мы начинаем заворачиваться. Медленно отрываемся от пола. Чуть-чуть прогнулись. И уходим назад. Очень медленно. Не надо никуда спешить. Еще один раз. Буква «С», улиточкой такой заворачиваемся. Чуть-чуть прогнулись. И ложимся на пол. Есть. Теперь руки вдоль корпуса. Свободно совершенно располагаем. Ноги расставляем в стороны. Посмотрите, что вы легли ровненько. И заслуженный отдых. Это так называемая шавасана, просто поза для отдыха. Здесь вы должны расслабиться. Я вам очень рекомендую, либо, если у вас еще нет опыта расслабления, включите себе какое-нибудь короткое голосовое сопровождение для расслабления и почувствуйте, как приятно после нагрузки тело, сразу же повинуясь команде главного сознания, расслабляется.